Привет, друзья! Сегодня у нас с вами особенное видео, потому что сегодня мы будем говорить о винных новостях. Вы узнаете, что такого самого интересного случилось в винном мире за прошедший месяц. Я надеюсь, что у вас в руках есть бокал согревающего вина или чашечка ароматного кофе. Вы отдыхаете и наслаждаетесь сегодняшним днем, потому что видео у нас сегодня будет носить развлекательный характер. Мы будем говорить о самых легких, веселых, порой грустных, но главное субъективных винных новостях прошедшего месяца. Поехали! Шато Лафит и Ротшильд изменили дизайн этикетки на бутылках урожая 2018 года. Внимательный винолюб заметит, что на этикетке появился воздушный шар с инициалами CL. Воздушный шар – это символ прогресса, путешествий, приключений в 1868 году, а CL – это римский вариант написания числа 150. Именно столько лет прошло с момента покупки Ротшильдами Шато Лафит. Так любопытно, тогда воздушный шар – это символ прогресса, путешествий, движения вперед и будущего. Сегодня это символ чего-то уже устаревшего, архаического, немножко романтичного и медлительного. Как вы думаете, какой символ идеально подошел бы для обозначения прогресса в 2020 году? Кстати, некоторые могут подумать, ну зачем нам знать все эти детали, что у кого изменилось на этикетке, потому что вин, этикеток огромное количество. Но я здесь с вами не соглашусь, потому что знать разницу бывает очень полезно, если вы хотите отличить оригинал от подделки. Например, в октябре итальянская Guardia di Finanza Differenza, то есть флорентийская финансовая полиция, раскрыла преступную группировку, которая занималась подделкой знаменитого супертосканского вина Sassicaia, рассказывает нам журнал Il Fatto Quotidiano. Напоминаю, что Sassicaia – одно из самых лучших, культовых, уважаемых вин Италии, номер 1 на Wine Searcher. И банда, преступная группировка, как и принято в Италии, состояла из семейного подряда. Папа с сыном делали подделки очень высокого качества. Они учли многие нюансы от цвета оттенка бутылки, размера капсулы, полностью скопировали этикетку со специальной голограммой, но тем не менее прокололись и сделали это очень глупо. Кейс поддельного вина выпал из их фургона, а на кейсе значился их номер телефона. Таким образом, полиция их раскрыла, и ребята потеряли потенциальный доход месячный в 400 тысяч евро или 2 миллиона евро, если бы они продали все то, что у них было уже на складе. Я против мошенников, но, знаете, дьявол кроется в деталях, и если уж взялись за дело, то будьте внимательны и учитывайте все детали. И я, кстати, очень расстроилась, когда узнала, что вина эти предназначались для клиентов из Кореи, Китая и России. Ну как же так, подумала я, но почему они не собирались их везти во Францию, в Великобританию? Что они думают, что там у людей вкус более изысканный и утонченный, а нам можно подделку подавать, выпьем, ничего и не заметим? Я против подделок и считаю, что мы с вами достойны самого лучшего. Да, махинация это, конечно, поражает воображение, но некоторые могут подумать, что такие премиальные вина доступны не каждому человеку. И зачем нам тогда вообще ими интересоваться? Но знаете, а бывают такие ситуации, когда, например, в своем подвале можно найти бутылку великолепнейшего вина или прийти в ресторан, заказать обычную, а получить что-то совершенно сногсшибательное. Сны, фантазии, скажете вы. А нет, такие случаи случаются и даже очень часто. Вот несколько историй, которые случились буквально пару недель назад. В Америке Ник с Патриком купили себе домик для размеренной семейной жизни на севере штата Нью-Йорк. И каково же было их удивление, когда они обнаружили в стенах и под полом дома 60 бутылок виски 1920-х годов, времен сухого закона. Но ребята не растерялись, и они использовали всю мощь социальных сетей для того, чтобы вместе со своими подписчиками провести расследование. Выяснилось, что раньше, в 20-х годах, в этом доме жил местный бутлегер, выходец из Германии Адольф Хамфнер, и именно он запрятал там свои бутылки. Ну что, все еще не верите в удачу? Сокровища окружают нас повсюду, главное их увидеть. Вот другая не менее интересная история, которая случилась в то же время и практически в том же месте. Город Нью-Йорк, ресторан «Бальтазар».
Туда пришла молодая пара на ужин, и они заказали себе бутылочку достаточно простого вина Пино Нуар за $18, а предложили им Шато Мутон Ротшильд 89 года за $2000 по ошибке невнимательного сомелье. И знаете, такие истории происходят сплошь и рядом. Всего лишь годом ранее в другом ресторане Великобритании предложили гостям бутылочку Шато Ле Пан 2001 года стоимостью 4500 фунтов, что еще раз подтверждает, что ресурсы и блага окружают нас повсюду. Возьмете вы их или нет? Вот в чем вопрос. Так что признавайтесь, если бы вы вдруг оказались в этой ситуации, то как бы вы поступили? Сказали бы сомелье о его ошибке или позволили ему продолжить свою работу? Очень интересно, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что бы вы сделали. Я не буду сейчас вам говорить свою позицию, чтобы не повлиять на ваши ответы, но на комментарии обязательно отвечу и расскажу вам, что бы сделала на их месте я. Но потеря для ресторанов, надеюсь, была не такая большая. В истории случались и такие более грустные моменты, связанные с потерей вина, потому что вина такие вот знаменитые, исторические, которые обладают такой вот культурной ценностью, они очень часто вызывают у людей трепет. Руки трясутся, колени дрожат. И именно это и случилось с человеком, который держал в руках бутылку вина на званом вечере виноторговца Вильяма Соколина, в Америке. Что же случилось? Эта бутылка у него просто выпала из рук и полностью разбилась. А бутылка не была не какая-то обычная, это было Шато Марго 1787 года, представляете, какая она же была древняя, она представляла собой историческую ценность еще и потому, что она ранее находилась в коллекции третьего американского президента Томаса Джефферсона. Что ж, страховая компания покрыла финансовые потери, но покрыла ли потери моральные, я не знаю. Можно только надеяться, что для Вильяма Соколина эта потеря была невелика, и разбитая бутылка принесла ему счастье и удачу. Но если мы с вами и заговорили о сильных мира сего, то в октябре месяце мое внимание привлек еще один персонаж. Наш герой – основатель китайской компании Alibaba Джек Ма. Он еще в 2016 году купил Шато де Сур в Бордо в области Антре-де-Мер. И только в этом октябре мы узнали о его истинных намерениях в отношении этого хозяйства. Раньше ходили разные страшные слухи. Поговаривали, что он планирует снести к чертям это старое шато и построить на его месте новый современный красивый мини-Версаль. Также говорили, что он планировал скупить все близлежащие шато, вырубить там леса, вырубить виноградники и на их месте построить 5-звездочный отель, в котором он бы управлял освещением со своего вертолета, летая над землями. Но только сейчас, в октябре, мы узнаем, что же действительно он собирается сделать. А он собирается делать в своем шато вино, но по-своему, по собственным правилам. Он игнорирует все предписания апелласьона и хочет сделать разные нововведения. Просто такая информационная ссылка. В каждом апелласьоне во Франции, но и в других странах есть некоторые свои требования, предписания, которым винодел обязан следовать, если он хочет на этикетке своей бутылки указать место происхождения вина, апелласьон Бордо Контроле в нашем случае. Но если вдруг винодел по какой-то причине решит отклониться от этого предписания и начать делать от себятину, начать придумывать разные новые вещи, которые запрещены, тогда он будет вынужден деклассифицировать свои вина и продавать их под другим названием, просто, допустим, Vin de France, вино Франции. И наш с вами герой Джек Ма играет по собственным правилам. Он собирается высадить те сорта винограда, которые не относятся к разрешенным в этой области, а именно Альбариньо и Вердеха. Кстати, об этих сортах винограда я записывала недавно видео, оставлю здесь ссылки, посмотрите обязательно. Очень интересно, как воспримут традиционные европейские винолюбы это событие, понравятся ли им эти вина, или эти вина рассчитаны исключительно на рынок соотечественников из Поднебесной. Как вы относитесь к нашему герою? Считаете ли вы его винным дилетантом, который совершенно ничего не смыслит в вине, приехал со своими деньгами в Бордо и собирается там делать всякую чепуху? Или наоборот, это человек, который привносит свежее дуновение в традиционное Бордо, первооткрыватель или революционер? Очень интересно ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях.
будем обсуждать. Ну и, как говорят, правила существуют для того, чтобы их нарушать. А эта история показывает нам, что в некоторых случаях можно создавать новые правила, жить и работать по своим собственным правилам. Бордо, я согласна, замечательное место для старта винной карьеры. Но можно было и другие места рассмотреть, например, Италию. Я вижу, что сейчас на Селе есть разные интересные винные хозяйства. Вот, посмотрите на картинку. Первое – это Тоскана, зона Кьянти Классика, поместье 13 века стоимостью всего лишь каких-то 13 миллионов евро. Далее у нас идет замечательное, очень красивое Амальфитанское побережье. Посмотрите на эти живописные виноградники, гораздо более привлекательная цена, всего лишь 3,5. Ну и последнее такое вот интересное хозяйство, которое я нашла, находится в Пьемонте, на севере Италии. Если вы его приобретете, то будете выращивать там неббиоло. Вот такой у нас есть живописный красный замок, стоит всего 2,5 миллиона, ну какие-то сущие копейки. Ну, конечно, идеалистические пейзажи виноградников, такие романтичные, сразу представляешь себя с бокалом вина, стоишь и любуешься бескрайними просторами. Ну ладно, не будем с вами долго очаровываться, потому что нужно помнить, что виноделие – это не всегда спокойная, тихая, замечательная, размеренная жизнь на природе. Порой это тяжелый труд и борьба за свой участок, виноградник и дом. Именно с такими сложными трудностями столкнулись многие виноделы в этом 2020 году, а особенно в октябре. В августе в регионах начались пожары, и несколько недель над виноградниками висела дымовая завеса. Но с 27 сентября пожары начались еще с новой силой, и пострадали огромное количество виноградников, сгорели виноградники, сгорели винодельни, но это не главное. А главное, наверное, то, что очень многие люди, тысячи людей были эвакуированы, сотни людей потеряли свой дом, кров и работу. Поэтому мы видим, что не всегда человек может совладать с природными стихиями. Этим людям просто придется начать жизнь заново, и можно только пожелать им силы духа, воли и гибкости для того, чтобы приспособиться к новым реалиям. Но знаете, как часто бывает, когда в одной части мира все плохо, в другой части мира, где-то на другом конце земли, все хорошо даже в трехкратном размере. И сейчас я говорю о регионе Шампань, который закончили собирать урожай недавно. Шеф де Кав – это главный человек шампанского дома, тот человек, который отвечает за все производство шампанского вина и на плечах которого лежит, конечно же, огромная ответственность. Так вот, шеф де Кав шампанского дома Лансон сказал, что после великолепнейшего урожая 2018 года последовал шикарный урожай 2019 года, а 2020 год – это третий по счету, очень знаковый, отличный, выдающийся урожай в Шампане. И этот урожай, эта триада совершенно точно войдет в историю, как и урожаи 30-летней давности. Это 88-й, 89-й и 90-й год. Представляете, 3 года подряд и ровно 30 лет назад в те же числа практически снова 3 великолепных урожая в Шампане. Нумерологи и символисты ликуют, говорят, что это Божье провидение. Но так ли рады сами шампанцы? Большой вопрос. В этом году виноградари и шампанские дома договорились снизить урожайность с 11 тонн на гектар в 2018 до 8 тонн на гектар в 2020. То есть это практически снижение объемов на 30%. И это, конечно, не от хорошей жизни. Все дело в том, что великолепных вин шампанских на рынке много, а спрос, к сожалению, падает по разным причинам, но в том числе и по причине коронавируса, поскольку основной канал продаж, точнее не основной, а просто такой вот значимый большой канал продаж on-trade, это рестораны, бары и отели, были закрыты, и поэтому шампанцы понесли убытки. И чтобы хоть как-то балансировать на рынке, чтобы хоть как-то сохранить высокие цены, им приходится снижать объемы производства. И мы видим с вами, что одни премиальные вина пытаются хоть как-то удержать ускользающий рынок, в то время как другие премиальные вина идут уверенной поступью, уверенной походкой по модному подиуму. И тут модный подиум – это не метафора. Модный подиум – это вино Донна Фугата в коллаборации с Дольче Габбана, которое недавно появилось на российском винном рынке в коллекции в портфеле компании Simple. И я уверена, заинтересует оно многих модников и модниц. Давайте посмотрим на бутылку. Я даже взяла себе
одну ради любопытства. Потрясающе красивая упаковка, это идеальный образец подарочный, да, если вы хотите кому-то ее презентовать, это выглядит все очень стильно и красиво, а сама бутылочка выглядит у нас таким образом. Dolce Gabbana Rossa Sicilia. Сочетание Донна Фугата и Дольче Габбана – это просто восторг. Это пример успешной, отличной коллаборации. Я думаю, винные маркетологи вздрогнули, когда увидели такое вино. И винный эксперт, очень известный британский Роберт Джозеф, скорее всего, хлопал в ладоши, потому что он уже многие года говорит о том, что винная индустрия должна изменить свой маркетинг. Потому что вино встречают в магазине на полке супермаркета по одежке, а винная этикетка – это и есть та самая одежка, по которой встречают. И она, по мнению винного эксперта, должна быть другой. Она должна нести четкие, понятные, считываемые смыслы, а не сложную систему апелласьонов и непонятные названия, в которых никто не может разобраться. Почему, на мой взгляд, это классная коллаборация? Ну, во-первых, Донна Фугата. Это культовое сицилийское хозяйство, которое делают великолепнейшие вина и также очень красивые. Они делают этикетки, они интересуются искусством, очень часто делают разные совместные мероприятия, связанные с искусством. Поэтому сама по себе Донна Фугата является очень интересным производителем сицилийским, который заслуживает нашего с вами внимания. С другой стороны, Дольче Габбана, итальянский модный дом, который своими корнями уходит в Сицилию. Да, он на самом деле сицилийский, и он воплощает в себе итальянскую страсть, итальянские традиции. Поэтому вот это сочетание сицилийца винного и сицилийца модного нашли прекрасное воплощение вот в этой бутылочке вина. Так, я надеюсь, вам понравилось мое видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли мне сделать рубрику винных новостей ежемесячной. Мне будет очень интересно узнать, какие у вас остались впечатления. Спасибо большое за ваше внимание. Обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте себе оповещения, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать моих видео. Все, целую, чао-чао, пока-пока.